Ребят, всем привет! Сегодня приехал, в общем, на водоем, на Платный, ловить щуку. Вот. Думаю, что, по крайней мере, надеюсь, да, что у меня получится. Вот, только приехал, вот экипировался уже, переобулся, переоделся, собрал спиннинг. Сегодня я буду ловить кастинговой снастью, то есть это Daiwa Fuego, Graphite Leader Veloci Neo 728, и пока поставил китайскую рубу от Беркинга. Вот. Шнур какой-то китайский, не помню, безузловка и струна. Вот. В общем-то, начнем с этого, а потом уже посмотрим, какие приманки, что и как вообще на водоеме, рыба активная или нет. Ну вот пока я здесь переодеваюсь, переобуваюсь, оснащаю на снасти, я пока что не заметил, чтобы рядом кто-то поймал вообще что-то. Поэтому сейчас будем ходить, будем как бы искать рыбу. Вот, надеюсь, что мне сегодня повезет и я отловлюсь нормально. Вот, на этом водоеме я был уже несколько раз. В принципе, как всегда, сзади меня, если видно, много машин, хотя вряд ли, наверное, видно. Но я сейчас покажу. Вот, то есть стоянка забита, как обычно. Это один из моих любимых водоемов по щуке. Вот, по форели не знаю, я здесь не ловил форель никогда, и карпа тоже. Вот, приезжаю сюда только по щуке. Вот, вообще очень даже неплохо, мне нравится. Единственное, что бывает, если погода, например, дождливая, там грязная, то, конечно, передвигаться сложновато, потому что народу, как правило, много и неудобно, грязно. Вот. А так в целом вообще мне водоем нравится. Вот. Ну что, пойдем ловить сейчас, посмотрим, повезет нам или нет. Приехал я, кстати, время, сейчас скажу, так для истории, да, время у нас 15 минут 9, я приехал где-то без 15:08, то есть пока туда-сюда оплатил путевку, в общем-то вот время потратил. Вот. Погода, как видите, солнечная, ветра пока практически вообще нету, так мелкая рябь на воде. Вот. Но я надеюсь, что она не испортится, пройдет день нормально. В общем-то видно, да? Вот там за поворотом еще водоем. И вот так вот он проходит. Собственно, рыбаки только приезжают и оснащают свои снасти. Сегодня не очень много народу, вот, но народ еще приезжает, и я думаю, еще прибавится народу. Вот там вот все практически ловят на спиннинг. Но я видел, у ребят там стоят и донки, вот, то есть, наверное, на живца ловят. И вот я пойду сейчас потихонечку вот туда вот в конец, вот туда за поворотик. Вот. Там, правда, не очень глубоко, но как бы скопление рыбы, как правило, там довольно-таки большое. Вот. Ну, по крайней мере, по моим наблюдениям, сколько я сюда приезжал, вот, там больше всего мне везло, так сказать. Вот против солнца снимаю, вот, пожалуйста, стоянка, да, то есть все забито, встать практически негде. Ну, водоем пользуется популярностью, поэтому здесь как бы народу всегда много. Что, идем на точку, в общем-то. Начнем вот от сетки, прямо с начала водоема, и будем потихонечку продвигаться уже ближе к концу. Все, в общем-то, ловят в основном на спиннинг. Вон на стоп есть свободный. Сейчас мы с него и начнем. По грязи вы сами видите, да? То есть после дождей тут довольно-таки грязно. Все и женщины, и дети ловят рыбу на планете, да? Че, погнали? Рудра у нас медленно тонущая, да? Первый бросок не очень, как говорится, да? Но будем надеяться, что
Вода мутная, может есть смысл поменять мне приманку на более не понял, что это было. Наверное, дно. Хотя все может быть. А вдруг поклевка. В основном смотрю, все кидают железо и джиг. Там что-то есть. Какая-то бровка, видимо. Когда много воблеров и покидать нечего. Возьмем вот такой орбит в оригинале. Сейчас мы попробуем все-таки золотистый цвет. Мне он всегда нравится. Как правило, на золотистый цвет мне в основном больше идет. Этот уже меньше упирается. И анимировать его проще, конечно. Я надеюсь, сейчас мы увидим поклевочку такими вот очками. Будем его продергивать. Паузы. Небольшие такие потяжечки. Опять тычочек. Иной раз оригиналы вообще не ловят, а китайцы выручают. Посмотрим, как будет сегодня. Ага, тиник. Тиник у меня сработал. Нормально. Ну вот мы, как говорится, тихо-тихо и открылись. Так, тихо.
Такая вот красавица. За краешек прям. Вот такой вот боец одноглазый. Камеру успел включить прям. Думал, что включено. Оказывается, не включено. В общем, ситуация на водоеме такая. Время 12, грубо говоря, да? Вот. У меня одна щучка около килошка. Поймал на синем галу. Другие вобы вообще молчат. Что-то на воблеры, короче, не хочет. Сейчас вот чайку попью с бутерами. Пойду еще погуляю. Ну, люди ловят, кто-то на железо, но в основном я смотрю просто багрят. Я так понимаю, она не активно вообще стоит. И кто за бок, короче, ловит, кто-то вообще за хвост вытаскивает. Короче, кто во что попало. Ну, на вобу, короче, у меня не клюет. А один чувак там мне говорит, что она клюет боком, короче. В общем-то, вот так вот. Ну, он при мне вытащил, ну, не то, что поймал, а я считаю, это не поймал, а просто забагрил, короче, на джиг. Вот там 2 или 3, что ли, тоже около килошка, как у меня. Ну, это так, не знаю, мне такая ловля не прикалывает. Когда клюнуло в рот, тогда поймал. А это то, что забагрил, я думаю, что это вообще не считается, можно сказать. Так что, как-то вот так. Ну, хоть одну я поймал, уже хорошо. Не с пустыми руками я отсюда уеду. Вот. Время еще есть, я надеюсь, что сейчас мы чайку попьем. Сейчас народ маленько подрассосется, разъедутся половину. Вот. И пойду еще погуляю. Если повезет, еще что-нибудь поймаю. Как-то вот так вот. И все, пьем чай и опять ловить.
Опа, что-то клюнуло. Вот шупак. Что с тобой делать, блядь? Со шнурком. В общем-то, вот такой шнурсунс. Вот на Куасаму. Вот такую соблазнился профессор. Она уже у меня старая, давнишняя. Но сработала, в общем, блесенько. Жалко, что здесь нельзя отпускать. Я бы этого шнурка не брал бы. Нафиг он нужен. Пусть рос бы. Хотя кто-нибудь другой забрал бы с другой стороны. Поэтому как бы пусть на котлеты пойдет. Ладно, может еще что-нибудь клюнет на эту блесенку. Покидаем. Ну, видимо, совсем на щуках пассиве. Что-то тишина конкретная. Вот такие шнурки выскакивают все время от времени, как бы проскальзывают. Вот у соседей тоже поклевки. Смотришь, такой вот шнурье. Как бы нафиг он нужен, этот шнурок. Лучше одну килошку поймать, чем, блядь, 5 таких шнурков. Ну а что делать, клюют. В общем, все, я закончил рыбалку. Время у нас 16:35. Я собираюсь, еду домой, уже все разделся, переоделся, все лишнее снял. Снасти уже все собрал. То есть подведем итоги. Я поймал 2 штуки, одну докилошку и одного карандаша. Сейчас попозже покажу. Вот, собственно, выводы такие, что рыба вся багрится. То есть я вот сколько хожу по водоему, в основном все ловят кто за бок, кто за хвост, короче, кто за горб, кто за брюхо. Ну, именно сегодня. Вот, я, как говорится, честно в рот поймал вот 2 штучек всего лишь. Вообще рыба как бы не клюет. Я именно ловил на воблеры, блесна, то есть на джиг у меня вообще что-то ни одной поклевки. Вот на блесну один сход был, и все. Вот на воблер поймал и на блесну. То есть в итоге у меня 2 поймал, 1 сход. В общем-то вот так. Прогулялся, развеялся, свежим воздухом подышал. Ну не знаю, наверное, еще вернусь на этот водоем. Он мне вообще нравится. Рыба здесь есть, я знаю однозначно, но сегодня вот мне не очень сильно повезло. И, к сожалению, я поймал всего лишь 2 штучки. Ну, в общем-то, вот таких шнурков я поймал. Вот. Это вот такая щучка, ну, около килошника. Вот. Ну, а это шнурлок вообще со 130-й воблер. Вот. Ну, к сожалению, вот так вот. Зато честно в рот, без багрения, без всяких там каких-то умышленных засеков и так далее. Вот. То есть народ уже практически весь разбежался. На водоеме вот несколько человек. И там уже, можно сказать, никого нет. Вон там тоже несколько человек еще остались. И, собственно, все. Ветер стих, погода наладилась. К сожалению, я поймал не столько, сколько хотел. Думал, если честно, клев будет лучше. Вот, но, увы и ах, как говорится.
Вот. Как я говорил, сегодня в основном все багрили. И в основном ловили не как бы за пасть, а кто за хвост, кто за что попало. Ну а на этом все, я прощаюсь. Поеду домой. Мне еще ехать до дома около часа где-то, если без пробок. Вот с пробками побольше. Поддержите лайком, подпишитесь. Вам не сложно, а мне будет приятно. Всем здоровья, удачи, ни хвоста, ни чешуи. Пока.